преддверии выхода третьего сезона премьера самое время рассказать вам все тайны данного режима, что скрывают разработчики, какие возможности есть, но нам недоступны, как устроена медаль сезона со статистикой и какие нас ждут перспективы в будущем. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Хочу вас познакомить с совершенно новым проектом CS1, в котором можно испытать удачу и выбить дорогой дроп. Тем более, что в народе водится поверье, что шансы на новых сайтах гораздо выше. А самое главное, что вы играете против таких же обычных игроков, что и вы. Вам лишь остается выбрать, в какой игре. Будь то классик, где вы скидываете в общий стак скины, и чем больше положите, тем выше шанс на победу. Или же старый добрый coin-flip, эдакая дуэль с подбрасыванием монетки. На сайте также есть и партнерская программа, в которой, позвав друзей, можете получить дополнительный баланс. А если еще и используешь мой промокод, то получишь $2 при регистрации и 10% пополнению. Так что бегом по реферальной ссылке в описании. Начну, пожалуй, коротко, для чего создавался премьер, чтобы вы понимали, как сейчас работают сезоны в нем. Данный режим — это попытка разработчиков максимально приблизить обычных игроков к опыту киберспортсменов. И после введения сезонов мы с киберспортивной дисциплиной почти на равных условиях. Ведь он длится от крупного мажора до завершения следующего. И так же, как и для киберспортсменов, мы получаем новую ротацию карт. Так что новый сезон на данный момент не задерживается, как пишут некоторые паблики. Но поверьте, странностей и вопросов к разработчикам все равно имеются. Допустим, у нас уже как 3 недели не было никаких обновлений, хотя им ничего не мешало исправить некоторые мелкие баги перед выпуском всего того, что они наобещали. В окошке нового предмета, если вам выпал пистолет, вы можете заметить смещение заднего фона. Но это все мелочи, ведь в игре сломаны медали второго сезона, которые должны вот-вот раздавать. И будет очень забавно, если их действительно раздадут с данным недугом. Но давайте уже к секретикам. Медаль первого сезона на самом деле тоже может выдавать разноцветные линии, как это будет сделано во втором. Ведь они ничем по структуре не отличаются, и разработчикам также ничего не мешало раздать их по тому же принципу. На странице в режиме премьер разработчики целенаправленно скрывают от нас всю информацию о игроках. Сам код данного меню устроен так, что мы, дай боже, не получили какую-либо дополнительную инфу, которая по сути ничего плохого не приносит, а лишь давала бы дополнительный стимул продвигаться по топу лидеров. Или же не при помощи сторонних ресурсов мы бы понимали, каким путем они достигли таких результатов. Ну а при разблокировке данного меню в топе лидеров появляются все аватарки у друзей и возможность посмотреть результаты прошлого сезона. Мало того, если зайти еще глубже, то мы можем разблокировать и активные кнопки у топа мира, дабы получить хотя бы их профили. Но разработчики решили в каком-то месяце заблокировать данную функцию у API, с которого берет данные сама игра. Данные, которые делали бы игру более прозрачной. И мне совершенно непонятно, по каким таким причинам они решили все это дело прикрыть. Ну а теперь же самый главный шок, по крайней мере для меня лично. К данному ролику я захотел сделать концепт будущей медальки третьего сезона. И нет, я уже давно не питаю надежды, что мою работу могли бы использовать. И да, помните, я как-то говорил в предыдущих роликах, что разработчикам еще нужно будет время сделать новую медальку, добавив в нее циферку. Забудьте, им это не нужно. Все медали с 1 по 9 сезон давно сделаны разработчиками. То есть им не нужно тратить время на создание новых моделей. И да, они давно бы могли все их закинуть в игру, а не создавать иллюзию работы. И самое страшное, что они все одинаковые. Короче, если открыть оригинальную текстуру сезонной медали, то если сильно так присмотреться, вы начнете видеть цифры будущих сезонов, будь то 3 или же 4 и даже 8. И поверьте, они появились там не просто так. Если они там есть, то медали уже созданы. Вот такие вот дела. В любом случае, неделя нас ждет достаточно интересная. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр.
Всем пока и удачи!